Ты находишься в темноте столько, сколько себя помнишь. Цепь на шее не дает повернуть голову, только вперед, только на стену. Камень под тобой холодный, шершавый, чуть влажный. Впереди тени. Они двигаются, меняют форму, иногда исчезают и появляются снова. Ты знаешь каждую из них, какая появляется первой утром, какая долго не уходит вечером. Это и есть мир. Единственный, какой существует. Рядом такие же, как ты, скованные, молчаливые. Иногда кто-то из вас угадывает, какая тень появится следующей, и тогда остальные завидуют ему и восхищаются. Треск сзади. Ты никогда раньше не слышал этот звук так близко, только приглушенное эхо. Цепь на шее вдруг ослабевает. Кто-то тянет тебя за плечо, разворачивает силой. Ты сопротивляешься, тело помнит только одно положение. Хватка на плече не отпускает. Цепь падает вниз с сухим лязгом, и шея вдруг становится чужой, слишком легкой, будто без нее ты вот-вот завалишься вперед. Ты пытаешься встать сам. Не получается. Колени подгибаются, мышцы, которые всю жизнь просто сидели, теперь дрожат от одной попытки выпрямиться. Тебя рывком ставят на ноги. Первый шаг — стопа подворачивается на неровном камне, которого ты никогда раньше не касался. Пол в пещере всегда был один и тот же, гладкий, под одним и тем же углом. Здесь иначе. Хватка на плече разворачивает тебя медленно, на полоборота. Потом еще. Шея, привыкшая смотреть в одну сторону всю жизнь, отзывается резкой болью, когда ты, наконец, оказываешься лицом к тому, что раньше видел только твой затылок. Где-то там, в темноте, разгорается пятно света. Оно растет с каждым вынужденным шагом вперед. Свет режет глаза. Не солнечный, это огонь. Костер, который ты никогда не видел, только чувствовал его тень на стене всю жизнь. Перед огнем фигуры. Люди держат в руках вырезанные силуэты животных, деревьев, других людей. Вот откуда появлялись тени. Тебя тошнит. Ты снова смотришь на стену, потом на вырезанные силуэты в руках людей, потом опять на стену и видишь, как движение силуэта у огня тут же отзывается движением тени на камне. Тебя тащат дальше. Туннель, подъем. Каждый шаг камень впивается в стопы, которые никогда не касались ничего, кроме пола пещеры. Впереди проем. Из него льется свет настолько яркий, что ты закрываешь глаза руками, но это не помогает. Свет слепит даже сквозь плотно зажмуренные веки. Ты оказываешься снаружи. Первые минуты ты не видишь ничего, кроме белизны. Потом размытые пятна, затем контуры. Дерево, небо, отражение в воде. Ты опускаешься на колени и долго смотришь на поверхность воды. Когда рябь от ветра утихает, отражение дерева становится чистым и неподвижным, совсем как дерево рядом. Кто-то показывает тебе солнце. Ты не можешь смотреть прямо, слишком ярко, но ты чувствуешь тепло на коже, впервые в жизни. В пещере тепло было только за спиной, там, куда цепь не давала повернуться. Ты всю жизнь сидел спиной к тому, что грело. Проходит время. Ты учишься смотреть. Учишься различать, где дерево, а где его тень на земле, и уже не путаешь одно с другим. Однажды ты садишься у воды и смотришь на собственную тень на камне. Длинную, дрожащую, точно такую же, как те, за которыми ты следил у стены. Ты вспоминаешь, как завидовал угадавшему. Ты вспоминаешь стену в пещере. Те же очертания, те же движения. Только в те моменты ты никогда не видел того, что отбрасывает эти тени. Внизу, в темноте, остались те, с кем ты просидел у стены всю жизнь. Они сейчас смотрят на камень и не знают, что за спиной у них огонь.
Ты встаешь и идешь к проему, откуда тебя вытащили, спускаешься обратно. Темнота смыкается вокруг, глаза, привыкшие к свету, теперь почти ничего не различают. Ты идешь на ощупь, задевая влажные стены. На камне впереди пляшут все те же знакомые тени. Твое место пустует. Остальные узники следят за стеной, даже не обернувшись на звук твоих шагов. Ты опускаешься на холодный пол и говоришь в темноту. За вашей спиной огонь. Тени — это просто куски дерева и камня, которые проносят перед костром. А там наверху есть солнце, настоящее. От него тепло и яркий свет. Там огромный новый мир. В пещере раздается шепот и смешок. Узник, который сидел справа от тебя, не поворачивая головы, говорит: «Сзади ничего нет, кроме этой стены. Не мешай смотреть, сейчас пойдет бык». «Никто отсюда не уходил», — глухо отзывается другой голос из темноты. «Твой рассудок поврежден», — зло бросает фразу третий. Ты пытаешься объяснить им, как снаружи все устроено, и каково это в первый раз увидеть небо, солнце. Но они смотрят на тебя, как на сумасшедшего. Твои слова для них просто бред, в который невозможно поверить. Тебе больше никто не отвечает. Снова треск, снова шепот угадывания. Для них ничего не изменилось. Изменился только ты. И теперь перед тобой только два пути. Первый — вывести этих людей из пещеры, зная, что истина повергнет их в шок и причинит им боль, разрушит их привычный мир. Второй — уйти и оставить их жить в привычной обстановке и иллюзиях до конца своих дней. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки и пишите свое мнение.